Это блюдо выглядит как в ресторане, а готовится на обычной домашней кухне. Всех своих зрителей приветствую и поздравляю с Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы у всех моих зрителей этот год был благополучный и сытный. И призываю всех, кто еще не подписан, подписаться на канал и включить все уведомления. Тогда вы не пропустите мои простые рецепты из моей кухни. И приступаем к рецепту. Все, что нужно для этого блюда, у вас на экране и в бегущей строке, а еще короткое описание блюда и список ингредиентов я оставлю в описании к ролику. Начинаем с приготовления начинки. Нарезаем кубиками лук и также мелко заранее нарезаем шампиньоны. Ставим сковороду на плиту и разогреваем с небольшим количеством масла. Я использую смесь растительного и сливочного масла, так начинка получается ароматнее. Пассируем лук до прозрачности и добавляем к нему грибы. Тушим эту смесь минут 5, а в это время измельчаем чеснок. Если у вас нет заготовленного на зиму в морозильной камере сладкого перца, а есть свежий, то его тоже нарезаем мелкими кубиками. И чеснок, и перец отправляем в сковороду и тушим еще вместе с грибами на среднем огне минут 8. Затем в пиалу вбиваем 2 яйца, добавляем соль, можно и перец по вкусу, размешиваем вилкой и вливаем в сковороду. Помешиваем все содержимое, чтобы яйцо равномерно распределилось по сковороде. Когда оно начнет прихватываться, при помощи лопатки формируем круг. Выключаем плиту, яичница сама дойдет до полуготовности. А мы подготавливаем одно филе куриной грудки. Я показываю этот рецепт на примере одного филе, а начинка рассчитана на два. Раскрываем филе при помощи широкого ножа, так как это делаю я. Кладем филе внутренней стороной вверх и при помощи кухонного молоточка отбиваем его, чтобы получить более плоскую лепешку. Затем по вкусу солим и перчим мясо и на одну из его половинок выкладываем половинку приготовленной начинки. Вот примерно так начинка должна лечь на филе. Сверху кладем одну пластину плавленного сыра. Можно на крупной терке натереть любой имеющийся у вас сыр. Его понадобится примерно грамм 30 на одну порцию блюда. Включаем духовку на разогрев в режиме вверх и низ при температуре 180 градусов по Цельсию. Теперь не очень плотно заворачиваем филе с начинкой в рулет и скрепляем его обычными зубочистками, а можно и связать толстыми белыми нитками. Берем любую подходящую жиропрочную посуду для запекания, слегка смазываем ее растительным маслом, кладем в рулет и его тоже немного поливаем сверху маслом. Отправляем заготовку в разогретую духовку на 45 минут. За 5 минут до готовности блюда переводим духовку в режим гриль, чтобы получить аппетитную корочку. Затем достаем блюдо из плиты, удаляем все, чем мы крепили рулет, и подаем румяный рулет к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока!